about myself, 'cause my friend says in real life it's only the police that ever come looking for you. Are you falling in love? Are you feeling you are? Are you falling in love with the feeling? Are you falling in love? But only feeling you are. 'Cause if you're falling in love, let me feel it. Are you falling in love? But only feeling you are. Короче, каждый эпизод уже так получилось, что он из Сочи. Мне кажется, что в целом сюда можно переехать уже жить, потому что мы опять приехали в Сочи. На этот раз я взял с собой Кольчика. Всем привет. Кольчик — это, короче, мой старый-старый друг, с которым мы в Ростове играем в хоккей. Мы знакомы уже лет 8-9, да, где-то так. 100%. Вот. Но он не особо, короче, там шарит по тачкам, там что-то, вот это ему это вообще... Но я знаю одно. Мы приехали снимать черную новую Супру. Ему это не особо нравится, и поэтому я его никогда с собой никуда не брал, и всякие вот эти вот движения на тачках он пропускал, поэтому его не было видно. Но он всегда был рядом. Кольчик, он стильный, пипец. Я как будто прогреваю, сейчас ты будешь учить там трафик, не надо, это вот это крипта, вот это все. Да. Как будто сейчас начнется, понял, реклама прогрев. канала моего про заработок денег, которых у меня нет. Нет, такого не будет. Будет стандартная реклама уже этого канала, которую я обожаю делать, люблю и рад, что она есть. И рад, что это именно она, а не что-то другое. Я уже не раз вам рассказывал про дебетовую карту Тинькофф Black, про кэшбэк рублями до 30%, ежемесячный доход на остаток и крутой дизайн. И если вы тоже ей пользуетесь, то есть хорошая новость. Вы можете стать одним из победителей в розыгрыше с призовым фондом 200 миллионов рублей. Что для этого нужно сделать? Все очень просто. Порекомендуйте другу оформить карту Тинькофф Black, отправив ему свою индивидуальную ссылку приглашения до 20 декабря. Сгенерировать ее можно по ссылке в описании или в приложении банка. За каждого приведенного друга, который начнет пользоваться картой Тинькофф Black, вы уже гарантированно получаете 1000 рублей, а друг — бесплатное обслуживание карты навсегда. Каждый приведенный вами друг увеличивает ваш шанс на выигрыш. Приглашаете больше друзей, увеличиваете свои шансы выиграть отдельный денежный приз. Пригласить хотя бы одного друга оформить карту Тинькофф Black с 21 ноября по 20 декабря, вы автоматически получаете шансы выиграть денежный приз со всех приглашенных вами в этом году друзей, оформивших карту Тинькофф Black. Но если у вас до сих пор нет карты Тинькофф Black, вы также можете оформить ее по ссылке в описании, приглашать друзей и участвовать в розыгрыше. Розыгрыши денежных призов проходят каждую неделю. Приглашать друзей можно до 20 декабря, а главные призы разыграют в прямом эфире 25 декабря. Поэтому давай, поторопись. У меня, кстати, двойка за всю ее жизнь попадала прям в сильный дождь, наверное, один раз. Я ехал из Москвы в Ростов, и в Воронеже был сильный ливень, и она попала прям, в сильный такой дождь. А так вот по Сочи, короче, в Сочи в дождь классно ездить, потому что машина становится еще чище, она не пачкается, потому что тут нет пыли, грязи, нет полей, тут горы. Аккуратно. У нас тут, короче, крытый паркинг, где мы живем, трехъярусный. И я себе нашел четкое место. Тут, наверное, можно было поставить, 2 машины точно. Но тут даже отдельный заезд. Четко. Кстати, я снял синие колеса. Удобно, кстати, когда 2 комплекта дисков, потому что на синих колесах у меня закончилась шина сзади. И я решил, у меня черные были обутые. Я решил обуть черные. Мы там на треке ездили. Toyota 3 восьмерки. Синие мне тоже нравятся. Они более такие спортивные, более веселые, я бы сказал. Виталик и его дом на колесах. Не так, чтобы сильно большой, но зато очень быстрый. Отдельная история о том, за сколько времени мы доехали до Сочи, до поста Магри. Ты когда рассказываешь, себя показывай. Давай я запуск запущу, сниму еще запуск.
В чем сегодня одет Виталик? Штаны Джордан, Чикаго Буллс, красные, с легким напылением махра, но не сильно большим. Майка Джордан, шикарная. И все. Коля, кстати, ни одного эпизода не смотрел. Это неправда. Ну, парочку. Я, чтобы всем было понятно, снимал видео, как я смотрю эпизод, и отправлял Виталику, Да. чтобы он верил. Коля вообще не фанат тачек. Потому что у Коли служебная машина, о чем мне ими фанатеть? У меня Шкода Октавия новая, Давай, ты же знаешь уже там. 1.4, турбовая, Коробка. темно-серая. Вот это ее параметры. Коробка Давай. DSG, Хорош, блин, попал. кузов B8. Хорош. Все знаю про тачку. Мне Виталий просто рассказал про нее много очень. Я даже не знал. То, что там он говорит, у тебя лепестки есть на руле. Я говорю, правда? Он говорит, да, смотри, вот так же, как у меня. Короче, ребят, что могу рассказать? Вот с Виталием мы уже катаемся 3-й день подряд, и я уже перестал переживать, держаться за ручки и так далее. Просто уже я привык. Мне кажется, что я когда приеду домой и сяду сам за руль своей машины, я вот так же буду ездить. Ну, лучше так лучше не надо. Меня поправило это, и мы просто стелим. Вроде по правилам, якобы живем по правилам. Наши лица по телеку, треки по радио. И знаешь, меня все так радует, правда. Главное помнить, братка, ходим по краю. Вроде по правилам, якобы живем по правилам. Наши лица по телеку, треки по радио. И знаешь, меня все так радует, правда. Главное помнить, братка, ходим по краю. На поляне был дождь. Тут сухо и тачка чистая. Ну, чуть-чуть она по низу, по порогам грязная, может. Но это вообще, если бы там в Ростове или в Москве мы попали в такой дождь, мы бы были полностью в грязном слое. Да, брат? Да. Честно, вот я люблю ездить за рулем, дрифтить, но больше я люблю все-таки снимать. Да? Не знаю, говорил я или нет, да, мне больше нравится снимать. Брат, это все дрифтовые, понял, тачки? Ну вот, у меня такая же белая. Такая же белая? Да. Я вот выше нее, получается. Ну да. Ты выше многих машин. Вот так сверху, и можно было бы так залазить. Я уже думал, что это О, что-то Саня, школьники пришли. здорово. Завтрак миллионеров. Приятно. У меня, кстати, футболка такая же есть. Поздравляю. Нет, спина топ вообще в этой майке. Да. А, вот смотри, это, короче, тринашка, как на улице стоит. Это четырка, как это, и как у меня. А это пятнашка. А, там есть, да? Да, вон там в углу пятнашка. Вон она, серая. В целом тут все есть. Короче, честно, о вас, мое личное мнение, должны знать все. Потому что вы... понятно, что вы при возможностях, там все дела. Сильвия вот эта, она старая, она 94-го года, но она очень дорогая и на очень дорогих компонентах. И это круто, что они делают такие тачки. Они могли бы делать что-то за эти бабки еще круче, но они делают именно трушные тачки. Трушно, как альбом Басты и Гуфа. То есть мы месяц назад решили, что ты приедешь, Да, поснимаешь Супру. да. И за неделю до того, как ты приехал, калаш ее разъебался. Правильно? я Ну понимаю? да, так и получилось. Вы только ее собрали, я думаю, прикольно было бы про нее снять. Надо, как понял, диких животных ловить в природе. просто. Ну, красиво, красиво. Это вообще жесть. Самое главное, что это 99%, что это все оригинальные колеса. И стоят они космос. Вот эти так вообще. Ну, это из того, что я знаю. Это оригинальные ниссановские, по-моему, от Skyline. Прикольные адваны, кстати. Сборки на полках. Короче, я уже потихоньку в этом шарю. Запас шин грамотный. Что вообще пострадало? Потому что с виду как бы, оторвался выхлоп и
Слушай, по факту оно так и есть. Выхлоп-то оторвался из-за того, что там была на обочине какая-то вот такая вот здоровая каменная плита. Я просто решил проехать дальше. Понял, что машина едет, и думаю, и искрит при этом еще. Думаю, проехал чуть-чуть спота еще немного, и, естественно, выхлоп оторвало полностью от гофры, короче. А помимо выхлопа, что еще пострадало? Выхлоп, бампер, накладка бампера, сайлентблоки. И, в принципе, все. Сиденье это не штатное. Каркас. Черное это каркас болтовой, да. Да, вот это боевые раны. Блин, прикольно, это охлаждение этого, да? Редукторы, да? Прикольно. Я такой темы не видел. Ну, в общем, вот такой выхлоп. Вот, видишь, у нас вот тут пострадал сайлентблок. Вот, Да. попало чуть-чуть. Вот, у меня загнуло вот здесь. Сняли уже. Ну, это не слишком. Это типа, Что чтобы тут? вибрации не было. Чтобы, ну, тут какая-то штука такая была, которая гасила вибрации на подрамник. А, Вот. Получился выхлоп вот такой. Сейчас временно на стяжках, ждем Никиту, чтобы сделать крепление. ну да, вот это, да, родное крепление, оно бесполезно, да? это вот родное крепление, а вот здесь было тоже крепление. Но его не обломило, стало, да, я обломило понял. Просто. Слушай, коробка от чего здесь механика? От двойки От 240. 240? А что там есть разница? Типа, если бы это была 220-я двойка, Ну, я думаю, да. более усиленная, да, наверное? И как сюда вообще легко встала? Максон, как легко стало коробка? Да? Кайф, вообще кайф. Ну, не стало только... Кулисы. Нет, кулисы понятно, и траверс коробку переварили. Короче, с завода она была на автомате. А вы его продали, автомат? Нет, он у меня лежит. Лежит? Yeah, yeah. EO Nag. Yeah, back for another one, bitch. Let's do it. Hi, I start this round with how y'all feeling this bitch. I'm fitting to spit, got steel in my grip, but I ain't talking about guns. I'm talking mics, niggas stealing my shit. Then try to act like they ain't feeling my shit. Now if we talking about one, Young Russell Simmons, I be talking in tongues. Fuck where you from and all them niggas you brung. Punk, my clan don't sleep, son. I put that on each one. Be cool into the heat, cause these pussies might eat some. Nigga, this is Скажи про свою М2. Я вижу здесь то, что на КС. Это, по идее, карбоновый капот. Капот, крыша карбоновая, губа, да. И губа не просто накладка, а она она в натуре глубокая, и она держится на 4 болтах, там специальные кронштейны, которые ее держат, Это понял? тоже сам, да, короче? Ну, пленка, да, это мы играли. А она в пленке, на вся? Да, она вся в пленке. Ну, это керамика. как на М5. Да, только на М5 сзади скоба, а здесь суппорт 4-поршневой. Ну, короче, 18-шки сюда не встанут, понял? да. Тут и не все 19-шки встанут, у нее, смотри, какая проблема. Да, Из-за расстояния, видишь, диск проточен. Слушай, а это же завод, да? Это Все завод, да. Все завод? Диск поцарапан, потому что камушки застревают и начинают царапать. Вот у меня такая же фигня была. Вот. Вот он, Спенсер приехал. Специально, короче, типа, Подъехал, да. Но это БМВшники, брат, это же БМВшники. Блин, была бы у тебя механика, я бы спросил, ручником пользуешься? Ну, ручник на механике на эмках работает при выжатом сцеплении, чуть-чуть схватывает, но он именно, ты можешь поставиться, то есть он кратковременно работает, а именно прям на нем проскользить метров 10 он не схватится, потому что там же ручник, он в этой вступится, по-моему. А, да? Да. Не супер. Не. Вообще у меня мечта купить еще одну М2, самую обычную, но лишь бы это была М2, и собрать ее в спек, как у Супры. Ну, надо чуть-чуть заработать. Не эту машину. Вообще. Идея моей Супры — это вывести стрит-дрифт, короче, на новый уровень. Да. То есть Вообще, потом это есть вот уже понял? крутые. Мне нравится в твоей тачке то, что это вот какая-то такая золотая середина. То есть это не мусорное какое-то ведро, как обычно дрифтят. Ну, я ничего против не имею, просто, Ну, просто что поднадоело плохого уже. в том, что есть возможность купить тачку и собрать ее. То есть это и не бешеный корч, Да. как, например, Шикова Супра, которая там 1200 сил, и там от Супры кузов Ничего и там фары, нету, да. И вот какая-то эта золотая середина, что ты можешь в каких-то соревнованиях поездить, в каких-то ивентах поучаствовать и съездить на ней там по делам по городу. И то, что она выглядит максимально стоково. Она, она стоковая, кроме Да, дисков. кроме дисков, и и подвески. вайсфаба, да. Но это не палится сильно. Да, вот это вот вообще идеально. Вот идеология, то, что надо. То есть это, по сути, та же М2, только Грубо с говоря. правильной подвеской, с выворотом, с дополнительным, с ручником, с третьей педалью и все. Портить М2, нормальную, шикарную машину, которая отвечает всем запросам нормального водителя, а не купить просто 240-ю и
туда ручникой кататься. Но в этом и прикол, вот это шарм, что ты именно из гоночной спортивной версии Ты же машины портишь. сделал. Ну ты же портишь. Почему я Ну испорчу? потому А что чем? она портится. А ну ты чем? убиваешь ее сразу управление. Так нам же Ой, это слава и не нужно, ее управление кольцевое. Ну, тогда шарм машины теряется, перестает быть, ну, вот этой эфемерности. Короче, Супра тебе не нравится. Идея с этой машиной, то, что с ней сделали, тебе не нравится. Она прикольная в кольцевой сфере. Но мы же не в кольце катаем. Нам же Надо? это больше, ну надо, ну надо. пока что мы этим не заболели А просто. сейчас вы видели типичного подписчика-хейтера, который ему не устраивает ничего никогда. И он всегда в комментариях пишет, блин, Для каждой говно. машины есть свой цимес. Я с тобой согласен, но это же прикинь, как прикольно, когда дрифтят куча Сильвий, куча Ниссанов, Ну, и с ними едет двойка. И знаешь, едет не это, хуже. Это из такого варианта, типа, прикольно, но такую я бы нахуй никогда не хотел. Все, спасибо. Пока. Как называется этот кузов? F11? F11, вот, да. Пятерка, универсал, на японских колесах. А вот почему ты японские колеса поставил? Это же немка, брат. Это ж не цимус, братан. Да, вот почему японские колеса? Почему не Вы ББС? легкие колеса. Потому что... BBS бы поставил легкие. Ну, ЛМов нету в нормальных размерах. Здесь-то 10,5 в круг. Вид имеет, базару нет. Они шли на механике завода? Конечно. Вот лучше такую взять сразу. Ну да, но это надо откуда-то гнать. В России... С Европы, конечно. Да, я не против. Ну, хотя мы можем продать твою Силию, она как раз таки внутрь. Не, я Псилию, честно, мне жалко. Мне нравится, что она на доках, на номерах. Да, она очень классная. Она целая, получилась. и я бы хотел ее, конечно, тоже оставить. Мне кажется, почетно иметь у себя в гараже, когда ты автофанат, Ну да. такую тачку. Да. Даже через 10 лет, мне кажется, Но она это точно прикольно. не состарится. Она как была королевой дрифта, она так и Да, останется. она уже старая. Ну, я понимаю, что есть новый уровень, и мы задаем как раз таки такой трендер, типа... Да, вот эти нового кузова, уровня это дрифта, будущее. Да, да. Но это настало настолько рано, по сути, то есть вот этот период. Я наблюдал реакцию за рубежа, как люди реагируют на Супру мою. Да, она разлетелась очень сильно. Они сами не верят в то, что типа они видят. Это прикольно, когда дорогая спортивная тачка несется боком. Да, это Вот кто бы что ни говорил на универсалах, мне это безумно нравится. CS-ку вот реально жалко. Но типа зачем CS, если можно взять обычную М2? Короче, для проекта под этот дрифт CS не нужна. Ну, в общем, как будет возможность, я найду М2 на механике, и мы что-нибудь сделаем. welcome. Брат, тебя можно показывать? Тут Показывай, как я BMW закрываю. А что, у тебя батарейка села? Ну, наверное, да, что-то суета какая-то. Блин, ты знаешь, что у тебя самая трушная 92-я? Потому что ты ее используешь как настоящий мисл-кар. Так получилось. Это все дело Ахуна. Ну вот это Красная Поляна на самом деле. Это ты прям Я просто, чиркнул или улетел? я просто хотел наклейку себе, поэтому пришлось да, об отбойник улететь. Слушай, у тебя тачка, мне нравится. По состоянию у меня вот так же было всегда. Только я понял, он на ней дрифтит, дубасит, а ты просто неаккуратный. Кстати, этот выхлоп, ты знаешь этот выхлоп. Это у Нуарама стоял Да, когда? ты уже с ним знаком. ДТМовский? Ну да, он очень А громкий. не ТТМовский, да? Да, я есть. понял. Блин, там еще и мусор. Ничего страшного. Тут главное, что тут ковшик Бимарка. Вот самое главное, что это порядочная М-ка. Руль перешел. С 3 педалями. Руль перешил на днях. Все мы любим машины, но не у всех и не всегда есть возможность поездить на них в жизни. В таком случае вам нужно точно зайти и поиграть на проекте моих друзей CCD Planet на движке GTA. Тут есть все, на чем мы так помешаны и о чем мечтаем. Вам не придется тратить много времени для покупки машины своей мечты, а с огромным количеством единомышленников и крутым геймплеем время пролетит незаметно. Парни реально с душой занимаются своим делом, и при входе это будет заметно в первые минуты. Присоединяйтесь, играйте, кайфуйте. Все ссылочки в описании.
а что она такая низкая по крыше? Я не помещаюсь. В смысле? У меня жопа не помещается. Ну, ты сейчас провалишься. Я застрял. Ну, ничего страшного. Я не могу сесть. В смысле? Ну все, вот так. получается. Офигеть. В общем, эта Supra от стока отличается подвеской. Механика здесь, ручником. ну, Supra, ну, теперь уже бывает на механике, но на тот момент не было. Вайсфаб здесь стоит. Вайсфаб, гидроручник, механика, ковши, спортивный руль. Привода от М5 F90. Реально подходят? Да, болтон. Прикольно. Слушай, расскажи, как ты победил работу редуктора с ручником? То есть тут же очень много электроники, Да, очень которая много мешает электроники. жить в машине. Факт. И, ну, как ты это победил? Я знаю, что это не совсем просто. Мы, короче, там есть один такой болт, короче, специальный, который мы закрутили, и принудительно у нас блокировка типа на 90%. Ну, из-за этого не греется редуктор? Слушай, греется он или нет, непонятно, Ну, не ломается, короче. но пока не ломается, да. Тут же, Ага. это же экспериментальный проект такой, который вот там рыгнул привод, ну все, поменяли, усиливать, значит, нужно. Да, усилие. От чего подойдет? Ну давай смотреть, что у нас Прикольно. есть. Типа хоп-хоп, поразмыслили, подумали, придумали, короче, в таком. Руль, конечно, сильный в такой машине. Вот смотри, видел? Это вот она троит, да, так? Да, это какая-то фигня. Мы как поставили вот этот выхлоп. Блин, мне кажется, что может что-то с сопротивлением из-за того, Да, что... да, походу то, что он вниз смотрит. Да, или еще да, что-то. что-то там по-любому какой-то датчик моносит просто. Сейчас после развала приедем. Вот видишь, то есть тут турбина должна уже быть, а на газ вообще не реагирует. Ну и обороты не поднимаются. Нет, повышаем. Мне кажется, что это какая-то отсечка просто включается. На четвертый. Ну, короче, как бы все мы знаем, что тюнинг это зло. Но тут как бы вообще... Слушай, а кондер все работает? Да, да, да. Вообще. Кондер, беспроводная зарядка, проекция у меня работает, музыка. Вообще порядочно. Все, что требуется для современного автомобиля, все есть. Да, короче, вся вот это, все кнопки как в BMW. Ну и менюшка тоже. Система удержания пассажиров, падение давления в шинах, стояночный тормоз, сбой привода, система удержания водителя, система удержания передних пассажиров, Ну, понятно. движение возможно, стабилизация ограничена, передача заднего моста ограничена. Ну и при этом она работает. Да. То есть просто какие-то ошибки, которые никак на странные нее не влияют. Да. Понятно. Да, блин, крутая тачка, но я в нее не помещаюсь. То есть мне такую нельзя, получается. У него даже заводская пленочка еще на порогах. Вот тут еще есть. Если да, это заводская. Да, это еще и экран сенсорный. Я не касаюсь именно угла сидения, понял? Ну вот этого, да. Да. А вот тут Тут я провалился, но они так на меня давят, что мне очень больно. Это реально для маленьких японцев. Привет. Виталик. самый лучший развальщик в мире. Да, это, конечно, мировой уровень на самом деле. Как по мне. Вот она. ДТМ выхлоп. На механике. Да, да. С боком раздаешь же? В смысле? Посмотри задний бампер. Посмотри. Как думаешь, он раздает боком? Понятно. Понятно. Да. Вообще четко, да? А ручник попробуй подергать. Вот так я и хочу. А? Вот такой я и хочу. Вот В такой штатном могу месте, вот да? это. Не, Да, не, да, не, мне не, тоже не. такой Вот не так. нравится. Как видишь. Но у нас есть технические кое-какие моменты. Все, брат. Печка не пролезла. Как, брат?
Слушай, а почему бедра так узко? Ну, это нет, это у тебя они слишком широкие, понял? Профессионально какой-то сидеть. Я понял, сел, чтобы ты понимал, я вот не могу ноги. А так и должно быть. Да? Да. Единственный дрифт, который у меня был, это на ЦГБ меня занесло, понял? На фокусе на втором. Нормально. Представь. Ладно, расскажи, как ты на втором своем фокусе на Ашан ехал на Северный. Опустим подробности о составе людей, которые были в машине, но было много людей. И? 300 рублей на бенз. Да, классика. Мы ехали на проводы к моему приятелю. На Ашан? Не, на заправку, понял, Ромашка. Вот там, знаешь, есть. Ну, еще. После. Ну и где-то 100, наверное, я закладывал в поворот там. Под 45 градусов. Да, под 45, чуть-чуть больше. Получается так, что по правой полосе там ехали машины, а я по левой закладывал. Ага. И я не зарезал этот угол. Да, и тебя вынесло, И короче. меня вынесло, короче, да, ударился колесами о бордюр и оказался на крыше. Ощущение, как в фильме. Очень широкий такой кран, все переворачивается. Мармеладки из Амстердама в этот момент вот так вот, как в космосе, в машине вот так летают. Вот, и ты такой потом думаешь, оп, и на крышу упал. Ты думаешь, как так? Открываешь Жесть. стекло, вылазишь нормально. А ты заглушил машину хоть? Да, тогда да. Или она сама заглохла? Не, заглушил. А то, что там масло может я перелиться ее тогда куда-то. заглушил, на ручник поставил. И мужики подошли и говорят, ну что, давай переворачивать. Я говорю, ну да, давай только через ту сторону, на которую я перевернулся. И мы ее перевернули обратно, подкачали колеса. Я на ней поехал к бате ее ставить. Слабоухий падает стекло мне на руки. И я думаю, ага, четко, конечно, катнул. Хорош, брат. А ребята поехали дальше на проводы, кстати. Короче, расскажи свое мнение про то, что ты думаешь про вот этот выхлоп на улице. Выхлоп? Да, сейчас, подожди. Я считаю, что это достояние нашего города. И особенно моего района. И моих соседей. С утра особенно. Все должны с этого кайфовать, правильно? Я считаю, что да. Я кайфую и делюсь своим кайфом с остальными. Мне не жалко. С детьми, А на районе меня все дети, кстати, приветствуют. Говорят, погазуй, бегают за тачкой. Ну, реально. Да, в этом есть, кстати, прикол. Вот у меня тоже моцик достаточно громкий, прямоток, Харли Дэвидсон, все дела. И все говорят, все кайфуют, короче, от этого звука. Не, Ну, реально, такая по району диковинка. за мной пацаны, дети бегают, очень довольны, и это круто. Мне это нравится. Это Никитоса тачка. Меня, пожалуйста. Он ее стесняется, потому что она не в лучшем еще Потому что виде. она уеб... Да ладно тебе, у тебя кепка крутая. Слышь, непривычно снимать такого же высокого человека. Прости, брат. Я привык всех вот так снимать. Хочешь я так стану? Не-не. Пока что, то, что я знаю, что у него тоже SR, как у меня в сливе. Ну, сливовский мотор. Оп, нормально. Жиклеры надо подкрутить там. Думаешь? Да. Я пойду нашу техничку У тебя покажу. есть там еще там? Не, нету. В этом эпизоде это наша техничка. Днем я уже ее показывал. Сейчас покажу то, как выглядит ее багажник. Понятно, что она универсал, но тут есть вот такая штука. Оп. Нифига себе, да? И все, вылез в окошко. Ну, конечно, не супер низко, но зато безумно удобно. Саня Алексеевич, извини. Ну и как бы можно еще и вот так открыть. И вообще порядочно. А ты умеешь уровень там антифриза смотреть, сколько доливать? А давай попробуем. В Супре? Ну, там же BMW. Это BMW. А, я не BMW, брат, я М2-шник. Ну вот они, смотри. Вот, это на кулек, на турбину. Это моторный. Да? Ну давай. Открываем. Он, кстати, у тебя не закручен был. Отлично, вообще великолепно. Ну да, его Там нет. Вот нету. видишь, поплавок желтый. Да. Там написано Макс. Так, Вот до туда надо долить. до Макса, да? А вы его сливали или почему его нет? Ну Вот, да, вот. да. А, Закручивать откручивал. до пола. Да, до щелчка, по-моему, он должен прям там. Так, ты обучаешь Александра... О, вот Ну, не, я... Так я спрашиваю, ты BMW? Он говорит, да. Я думал, я это, сказал нет. Он BMW двоечник, говорит. М2-шник. Я думал дойти до того момента, где он откроет, и там их два, понял? И он не поймет, в какой заливать. Да, Он хорош. такой, вот это вот типа на турбину, это в мотор, вот сюда льем. Как тебе? Вот. Нормально? Возьмете меня к себе? Да ты в целом уже как бы экстра хай-класса принес нашими всеми ребятами. Да ладно. Ну типа если ты можешь отличить два лючка, значит...
ты заглушил? Я думал, ты этот подсос выключил. Короче, мы только что ее свапнули на СР. Так, То есть все свапают наоборот. Мы свапнули туда, потому что так вышло. У меня была машина да. и был мотор. Это крест Toyota. А, это Toyota. Это как Марк, только крест. Только у нее Да. рамки на дверях. Да. На самом деле, что то помойка, что то, нету разницы никакой. Понял. Вот, и мы просто туда сунули мотор от Nissan. Да. Ну, вот. Там Ну. 430 сил. Нормально. Он типа бодренький, все круто. Но все, что вокруг него сейчас, это ужас. Ну, И сейчас она не держит холостые. Завтра будет какая-то поднастройка. настраивать, ага. Да, но сегодня выйдем покататься, чтобы посмотреть, что рыгнет первым. Потому что что-нибудь обязательно рыгнет. Блин, круто. Мне интересно посмотреть, как ты катаешь. Мне тоже интересно. Я ж так и не увидел, потому что она Сильвия не дожила. Эмки. Эмки? Да, покупайте эмки просто. Нахуй все эти старые говна. Если у вас нету денег, накопите на эмку и купите эмку. Потому что это сосет больше денег, нервов, и еще ты весь грязный. Ну ладно, ты ж кайфуешь от этого. Да ладно, ну кайфовал. Просто уже накайфовал. 5 лет назад, наверное. Ну а что ты вот тогда сейчас ее заводишь и едешь на ней? Потому что вот оно как наркотик, ты не Ну можешь вот, чувствовать. ну вот, видишь, так что Знаешь, значит... когда ты уже, короче, не знаю, там, куришь 2 пачки в день, ты уже не кайфуешь от сигарет, но тебе надо курить, понял? Слушай, ну круто. Это такая... Лучше пусть это будет такой наркотик, чем какой-то да, другой. да. Я думал, это Nissan вот как во дворе стоит. Вот такой. Это все одинаково. Ну да, я просто Нету даже разницы. Что то хуйня? Что это хуйня? Что это 2 хуйни, которых я маму и... Разница абсолютно никакой. Вот такой движ у пацанов. Ну что, Сань, ты готов? Я нет. Почему? Не знаю, ничего. Скажи, что готов. Да, я готов. Ну все. Что-нибудь нам же не надо прям выкладываться. Просто покажем, как тачка умеет ездить. Да ты же понимаешь, мы так не можем. Либо на все бабки, либо вообще не так. Красава. Ты-то и хотел услышать. Короче, вот такое оборудование. У меня тут объектив, правда, не супер широкий. Но вот такой кран. Полукастомный. Вот на него пытаемся снимать. Он, конечно, прыгает жестко, но еще доработаем. прыгать, поэтому, в принципе, это нормально. Но он, ну да, тут как бы физику не обманешь. Когда тачка вот в такую яму прыгает, естественно, он сходит с ума, да. Ну вот, пацаны, чисто с техничкой, с шинами. Это реально подход. Никитоса тачка. У нас почему-то холостые приближаются примерно к отсечке. Отсечка тут 7800. Мы обрубили ему воздух дросселем. Короче, холостой перекрыли, все сделали. Да. И он все равно пытается крутиться. Супра что-то троит,
что-то обрывает мощность. Фиг пойми, короче, что с ней. Самое главное, видно, что Toyota, и уже, в принципе, Не, брат, это BMW. Непонятно? Слушай, просто электроника, что-то вот не понравилось и все. Понятно. Может, сейчас еще раз завести, попробовать? Да, вот она постояла, я думаю, как любая BMW, она просто в жизнь придет. Не-не, клемма это последняя. Потому что после того, как я клемму снимаю, она должна подвеску адаптировать, короче. Если клеммы снимем, опять на сходоразвал придется ехать. Да, брат, спасибо, что поехал с нами. Ты реально шаришь. Слушай, бро, а может что-нибудь там жиклер сделать там? Инжектор, да, настроить? Ладно, мы еще поедем или Да, конечно, я же сюда пришел, чтобы мы что? попробовали. Заводи. А как ты чувствуешь? По дросселю, понял? Вот А, да? Ну прокатись туда-сюда. Починили? Ну, вроде да. То есть реально в горах просто починили машину? Ну, хуй делать. Это сильно. Не, молодцы мы были, если бы сюда на целой машине приехали, понимаешь? А ничего, что я вас вообще показываю? Меня покажи. Вас можно показывать? Сань, да не расстраивайся. сейчас все будет. Это ж, как сказать, пилотная версия Супры Сань, под стрит, поэтому... Сань, может тут воздух сильно разряжен? Да она ж внизу начала троить, алло. Алло, Коль, алло. Я предлагаю ее заглушить и прям закрыть. Понял? Выйти, закрыть ее прям, чтобы она просто отключилась полностью. Ну, минут 15-20. Да, типа того. Да, можно. В 6 утра, короче. Каждый проезд что-то отваливается. То мощность куда-то отваливается, теперь выхлоп куда-то отвалился. А как он найдет сейчас болт? Это же невероятно сложно. Мелькают даты, чувствую себя нормально. Со мною братья, за нами правда. Один Бог, одна вера, одна кровь. Один день, одна жизнь, одна любовь. Один вздох, один слог, одна суть. Одинокий самурай продолжает путь. Один Бог, одна вера, одна кровь. Один день, одна жизнь, одна любовь. Один вздох, один слог, одна суть. Одинокий самурай продолжает путь. Калайсунды? Заблудились На должном, понял? Пробки есть вообще в наличии? Да, жестко. Залетайте. Сжимай, судьба. Брат, ну дай комментарий вообще. Мы тут вообще устали ехать. Короче, у него в тачке очень высокие вот эти штуки. Я все время, когда сажусь, я бьюсь об вот эту и такой... Ай. Ты рад, что ты со мной поехал? Очень сильно рад. Ну, Я ж тебе сказал, что еще поеду. Да? По-моему, ты сказал, чтобы я еще раз подвязался. Это было там, на Кахуне, брат. На Кахуне. Утром Кахун, короче, вот реально каждый час, я думаю, что мы через час уедем. Мы должны были Да, приехать съемки туда затянулись. в час, в 12, а уехали оттуда в 8 или в 7. Короче, полностью все сняли, наверное, специально для вас. Надеюсь, вы кайфанете. Мы не спали всю ночь. Я спал сначала в этой тачке. Да, мы видели. Тут было все открыто, все окна. Я научился спать в ковше. Вот. Но не научился спать в ковше, когда амарок светит этими вспышками. И рядом все стоят и обсуждают это, типа, во, сейчас будет.
Потом я переместился на роскошную кровать. Фургон, Мерседес? Фургон, да. Пытался научиться спать с включенными лампами. Там, короче, такое диодное освещение, очень красивое. Вот. Не получилось. Я закрыл двери, но окна были все равно открыты. И когда я уже начал, понял, что все, я умею, начал засыпать, новое приключение началось. Ребята подошли и начали на телефонах видео включать. И опять я слышал эти двигатели, резину, эти опять покрышки, эти повороты, эти все разговоры, обсуждения. И потом уже подумал, что не будет сна сегодня. Так и было. Короче, ты рад. Я очень рад, сильно. Сегодня мы выспались, поэтому так на позитиве. Улыбка есть на моем лице. Ну все, зафиксировали. История машины такая. Покупается тачка, точнее заказывается. Как только ее анонсировали, что она будет на российский рынок, там будет квота и так далее, Калаш тут же залетает, в очередь, берет. И, по сути, это первая тачка, первая Супра А90, привезенная в Россию. Машина была в каске. Вот, он буквально там на 60 км в час абсолютно по-любому разложил ее об стол. Стол, бордюр, бампер упал в море просто передняя так. Офигеть. Тоже там, Слив какой-то там, да, был? и он Да, я просто помню. по нему, пока мы ее там пытались растащить. Короче, это тотал, да? В итоге это получился тотал. Сумма такая набегала, что проще было выплатить тотал, Через какое-то время, мы уже про нее там чуть ли не забыли, звонит Саня, говорит: Никитос, просто тачка на торгах наша. Она и в Сочи осталась? Тогда она даже не Ничего уезжала. себе, прикольно. И, мы приехали смотреть ее, и она, на саморезах у нее бампер собран, знаешь, Короче, лишь бы как собрали, да? Да, какие-то. Но она на ходу, на нее рычаги какие-то бушные поставили. Ага. Что-то как-то прикрутили, и оно просто как-то передвигалось. Ну и все, и, естественно, там вопрос стоял только, сколько денег за нее отдать, потому что забирать ее надо было, это в любом случае для нас было выгодно. Все, листву на нее заказали, мы двери новые заказали, там капот новый, оригинальный и так далее, тоже отдали немало денег. Плюс заказали новую коробку уже, механику, чтобы все, уже ее не жалко. Очень много ебли было с прошивками. Потому что там не все так просто, оно не подходит от BMW-шного B58, скажем так. То есть там приходилось какие-то там с немцами, с американцами списываться, чтобы это все через скидывание логов и так далее. В общем, очень сложно. Сейчас трекшн, он отключается. А ABS у нее работает? ABS в этот момент работает, да. Серьезно? Да. То есть мы сохранили ABS, но при этом трекшн отключается и стаб отключается. То есть ABS с ручником нормально дружит? Да. Супра — это немножко, конечно, такая мажорская история. Ну да. Мы ее очень выгодно купили, и вложили мы в нее много после этого. Если бы эта машина была куплена за прайс, например, нынешний, вряд ли бы мы ее так корчевали, вряд ли бы у нас так руки были развязаны для того, что, просто морально себе позволить закорчевать так машину ценой. Сколько она сейчас стоит? Реально, 8. Я даже не на России, я не знаю, какая у нее цена. Да, я сейчас сюда ехал. Да, я ехал на керамике, мне было жестко в пробке, я ехал в ковше, но у меня телефон заряжался на беспроводной зарядке, Дул кондей. Климат включен, радио работает. Да, вот всё. это круто. Это просто изумительно. Это круто, это будущее, на мой взгляд, будущее нормального дрифта, потому что сейчас цены на машины, дрифтовые базы, вот эти все Сильвии, они просто в космос улетают из-за того, что машины просто заканчиваются физически. Вот эта разница, сколько там лет между Сильвией и Супрой, да? 20 точно, Да, почти она 20. в инженерии, в том, что происходило с подвеской, в том, что происходило вообще с машиной. Это реально ощущается. В целом, как это все себя ведет, это очень крутая машина. В плане подвески, в плане базы, в плане где ты сидишь, как ты сидишь, эргономика вокруг тебя и все такое. Сейчас только начали делать F80, вот это поколение. Но очень быстро перейдут к тому. Они уже поняли, все поняли, что надо делать свежие машины собирать, потому что это просто дешевле. Зачем? Бюджет постройки одинаковый, но ты имеешь новую тачку, свежую. Ты, переплачиваешь за машину, но даже в случае, например, с 92-й, сейчас бюджет вместе с покупкой тачки одинаковый. Потому что она стоит так же, как Сильвия. Точнее, Сильвия стоит, как она. Ну да. И это вообще... При том, что там ты сидишь, у тебя есть кондер, офигенная эргономика. Элементарно кузов свежее и жестче, чем Сильвия. Сильвия — это все-таки консервная банка. Согласен. То есть я всей душой люблю Ниссаны, всю эту историю дрифтовую, 90-е, 2000-е. Я вырос на этом, наверное, поэтому люблю. А если включить логику, вот она стоит здесь. Вот. И очень интересно новая Z-ка. Мне кажется, это даже лучше, чем Супра будет в любом случае, потому что там больше сил, меньше помощников, меньше вот этой, простит меня этот канал, но BMW-шный,
электроники, которая все мозги нам сделала. Она на ручнике, на тросиковом. Короче, она трушная. Они сделали просто, изъемнулись, по-моему, себе в минус машину сделали, но сделали ее нереально круто. Блин, кайф. Тачки кайф. Тачки это офигенно. Вот из-за тачек мы с тобой знакомы, понимаешь? Да, Ты занимался хоккеем, я занимался, ну я экспедитор вообще по образованию, да, а мы сейчас здесь стоим и общаемся о каких-то машинах, которые вот свежие, они доступны. Да. Это круто, это вот машина, это такая вещь, которая объединяет вообще абсолютно разных людей. И, по-моему, это клево. Согласен. Круто еще, когда у тачек есть история намного, ну, частично насыщеннее, чем бывает у людей. Да. Что она за ограниченный свой пробег уже столько повидала, и сейчас она летает по интернету. Хайпер. Да, это круто. Следующий эпизод снимаем про твою Toyota. Креста не надо. Почему? Подписки будут. Почему ты стесняешься ее? В смысле, у тебя крутая тачка. Она помой. Брат, так в этом ее и прикол. Не знаю. Она не стоит как Супра. Она не стоит того, чтобы ее снимать. В ней свой кайф. Короче, у меня теперь еще сильнее, как сказать, мечта начала гореть по поводу Постройки. еще одной М2. То есть вот М2 сейчас в дрифте профессиональном, мне кажется, это самая офигенная база. Ну, это лично мое мнение, оно ни на чем не основано. Но, как мне кажется, это очень круто. То есть Z-ка, да, круто. Вот это 370-я, да, но она все равно старее. Более старая в разработке и так далее. И вот М2 просто... Жму тебе руку. Согласен. Подписываюсь под каждое слово. Брат, ну я верю, что ты кайфуешь от этой поездки. Классно, да, когда ковши ставят? Да, классно на заднем сиденье ездить. Да. Давай, покажи нам расстояние. Порядочно, брат, порядочно. Ну не самый, брат, лучший твой проезд, конечно, не самый, блядь. Цепу подожгли, чувствуете? Да. Да, чуть-чуть есть. Я. Коля тоже там сцепу поджег Я себе. тоже сцепу поджег. Ну я давно ее поджег, у меня уже прям нормально. Блин, как кайф такой М2, блин, вы не представляете. Да, кайф такой М2. Вы не представляете. Давай, пошел.